Всех приветствую на моем канале. Начинаем сегодня кое-что новенькое, кое-что выбрали вы, собственно, в недавнем голосовании. Игрушка под названием Plague, игрушка про вирус, игрушка про пандемии, игрушка про конец света. Многие наверняка уже о ней наслышаны, и многие играли в нее, в том числе и я, да, тоже каюсь. Когда-то я в нее тоже поигрывал, но совсем немножко, и совсем это было давно. С тех пор понавыходило миллион всяких разных дополнений, обновлений, что я ее сейчас, наверное, и не узнаю совсем. Да и сейчас в главном меню, вот я, когда запустил игру, уже вижу, что здесь всякие новые сценарии понавыходили, которые там не только заражать надо мир, но и вылечивать его там от всяких зараз, вирусов. Тоже хотелось бы такое попробовать. Но сегодня у нас в планах попробовать традиционный, обычный сценарий какой-то. Ну, у нас получается пока что будет только самый первый банальный. Пока что, потому что у меня, понятное дело, ничего не открыто из этого всего, потому что я и не играл в игру 100 лет. Вот попробуем самый банальный. Сегодня у нас видос такой будет, можно сказать, ну, банальный тоже, да. А потом уже, если все будет нормально, то можно будет попробовать, например, вот этот грипп про обезьян, вот эту чуму про вампиров, еще вот как раз таки тот режим, где надо будет спасать человечество от вируса и будем наоборот не заражать, а вылечивать, как я уже сказал, планету. Вот тоже там можно будет попробовать. Ну вот, как минимум на 4 видоса планы, можно сказать, есть попробовать что-то такое вот. Так что начнем, как я сказал, сегодня с вот этого вот. Так, вот этого вот только, да. Генов, понятное дело, никаких нет, потому что я 100 миллиардов лет не играл. Многое что забыл, поэтому не удивляйтесь, если я что-то как-то, возможно, немножко не так буду играть, как многие играют. Уровень трудности. Никто не моет руки, врачи не работают, но это точно нет. Средний. Больше половины людей моют руки, врачи работают 3 дня в неделю. Сложный. Мыть рук обязательно. Не, давайте средний. Во-первых, то, что я сказал, что я уже давным-давно не играл, для меня даже сейчас первый заход может оказаться довольно-таки непростым, и я не удивлюсь, если мы его и не пройдем, и не получится у нас захватить весь мир, заразить весь мир и так далее. В итоге люди придумают вакцины, и все будет плохо для нас. Поэтому давайте средний, тем более тут типа реалистичнее более, мне кажется, что не все люди моют руки. В планете это же так и есть, как будто бы, да? Вот будем считать, что больше половины моют, но не все. Врачи работают, но не всегда. Больных людей игнорируют, а вот это мне не нравится. Вот эти два варианта еще ладно, более-менее реалистичные. То, что больных людей игнорируют, это не хочу это такое, но вот тут ничего не поделаешь. Тут либо так, либо вообще более жестко. А крайне сложно это вообще. Это вообще. Это не для меня точно. Так, ну и, собственно, как мы назовем нашу болезнь? Ой, я, если честно, ничего не придумал, ничего не знаю, что тут как. Тут думал сходу что-то как-нибудь придумаю, наверное. Максимум 20 символов. Планировал что-то придумать с нашей, собственно, связанной с нашим занятием. Собственно, убийством человечества, заражением, всем хана, вот этого вот. Поэтому давайте, наверное, что-то типа... Ну, всем хана нет, ладно. Капут, кирдык, трындец, пец. Давайте каюк, пускай будет хотя бы что-то такое. Мог бы я здесь, конечно, сейчас придумать 100 миллионов лет. Хотя, если сейчас
это видео будет премьерой идти, то чат должен быть, по идее, и если кто-то это смотрит в прямом эфире, то можете писать свои варианты, кто что бы написал, что бы вы выбрали. Можете делиться. Каюк 005. Погнали, что ли. Добро пожаловать в Plague Inc. Вы бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Окей, выберите стартовую точку, выберите страну для начала заражения. Когда вы кликните по ней, вы сможете увидеть больше информации. Это понятно. Ну и, наверное, самое такое популярное для начала и самое логичное, наверное, это Китай. Ну, как бы, самое большее количество людей из любых других стран именно в Китае, поэтому давайте. Начали. Первый зараженный. Каюк 005 распространился на страну Китай. Прекрасно. Каюк 007 распространен. Ну да, это мы уже прочитали. Итак, у нас тут это вот все. Я уже вижу, что что-то в интерфейсе немножко поменялось с тех пор, когда я последний раз играл. Окей. Давайте ускорим, что ли, или нет пока? Хотя нет, пускай пока остается так. Щелкните оранжевые пузырики, это да, это я тоже помню. Так, у нас 9 очков. Давайте что ли... Так, а как? О, да, на пробел можно остановить, прекрасно. Это я помню. Что-то еще в памяти осталось. Давайте что-то выбирать пока что. Насколько я помню, надо сначала выбирать заразность, потом тяжесть, потом летальность. Что логично как бы. Так, подождите. Громкость музыки хочу немного понизить. Мне кажется, я слишком тихо из этой музыки, я сам себя не слышу. Давайте начнем с насекомых. Первым делом нам надо распространяться по всему миру. Это как раз таки, я помню, всегда делал с помощью всяких насекомых, птиц, крыс, вода, воздух тоже, да. Домашний скот и, возможно, кровь. Вот это я пока, наверное, не буду брать, потому что, ну, насекомые и крысы, это понятно, они могут по всему миру путешествовать, а вот домашний скот, он не будет путешествовать по всему миру, что логично, поэтому ставим в последнюю очередь, наверное. Угу. Главное не пропускать вот эти все пузырики. Уже 31, 35 уже заражено. Главное потом не проморгать, когда будет создаваться лекарство. Чтобы все у нас получилось. Чтобы не опростоволоситься и с самого первого нашего захода не проиграть. Это будет обидно. Путь передачи 13, 10. Пока копим, давайте. Да, это все понятно. Оце в стране. Такое подобное. Заразил сотни людей. Первые сотни людей. Давайте теперь по воздуху. Но пока что мы еще в другие страны никуда не попали. Пока только в Китае остаемся. Это пока. Мафия это немножко не про эту игру.
Ну, еще скоро, и, наверное, будем ускорять уже потихоньку, чтобы вот так вот не смотреть просто и ждать очки по капельке. Вот, да, теперь потом грызуны и птицы. Давайте уже сейчас. Вот так пока. Максимальную скорость, не знаю, будем ли вообще переключать, разве что в какие-нибудь поздние этапы уже игры. Заразность у нас уже такая нормальная. Уже 43 тысячи. Мутировала, приобрела симптом бессонницы. Вот. Да, я и забыл, что они тут иногда мутируют сами. Без прокачки. Угу, хорошо, идем. Хорошее начало, но пока все еще ждем, когда мы в какую-нибудь следующую страну уже попадем. Болезнь пришла в страну Казахстан. А вот и следующая страна. Сколько там надо? 15, 13. Уже две страны. О, по Китаю уже миллионы, уже пошло по полной программе в Китае. О, пошла жара, пошла жара. Грызуны. О. Пошла жара. Моментально как все началось резко-то, птицы, и пока, наверное, все. Дальше будем уже по тяжести прокачиваться, по симптомам. Так, давайте это. Кашель, конечно же. Сыпь, анемия, киста, рвота, давайте рвоту. Пневмония, чихание. Естественно, чихание. Обязательно чихание. Медицина тормозит заражение. Это плохо. Начало работы над лекарством уже? А чё так быстро, алё? Воздух, вода. Давайте еще воздух. Надо больше распространений, надо первым делом распространить на весь мир. Чтобы ни одна страна не осталась. Пока у нас только в основном Азия. Во. Хорошо пошло. Так, кровь. Нет, подождем еще одну очко. В богатых странах. Еще вода. Вот так вот. О, пошла Европа, пошла Африка. Америка. Пошла Австралия. Ё-моё. 65 очков. Так, у нас еще не весь мир. Нет, еще Африка и Европа. Давайте дальше симптомы. Лихорадка. Падение иммунитета. Поражение кожи. Отек легких. Под санитарным надзором. Первая смерть от болезни. О, уже смерти пошли. Прекрасно. Но пути передачи уже все, уже не будем качать. Так, это нам что дает? А, ну это да. Теперь давайте тяжесть и летальность. Вау. Отказ органов.
Посмотрите, сколько это дает. Ома. Берем. Диарея. Берем. Так, пошла разработка лекарств, уже 5%. Так, у нас еще 2 страны остались незараженные. Это плохо. Мутации происходят. Давайте вот это еще на всякий случай, чтобы последние страны тоже заразить. Некроз берем. Так, предпоследняя страна. И еще Марокко осталось. Марокко, давайте Марокко. Разработка 18%. Все, Марокко заражено. Вы посмотрите на вот эту смертность. Она летит, просто летит. Что бы еще тут можно было изучить? Давайте устойчивость к лекарствам. Вот это все берем. Чтобы лекарство не так летело. Ух ты ж, елки-палки. Вот это. Еще 17 очков есть. Это. О, они что, вылечиваются? Это очень плохо. Домашний скот. 43% уже изучено. Давайте, я вижу, полосочка идет. Америка пошла. Давай. Заболел президент США. Он мутирует. Потому что у нас уже полоски заразности и тяжести полные. Что летальность только. Ну что там? Гренландия, Исландия, Новая Зеландия? Не заражены даже? Как так-то? А зараженных-то уже почти не осталось. 50% лекарств. Поражение. Убило всех своих переносчиков, некоторые здоровые люди выжили. Точно, здесь же еще такое бывает, когда... Юг 006 тогда. Здесь же еще бывает такое, что когда все зараженные умирают и при этом еще остаются не зараженные, тоже считается как поражение. Ясно. Ничего. Я предполагал, что такое может быть. Ну ладно. Сейчас попробуем еще разок. Начинаем пока все с того же самого. Пусть евро-доллар обновил, да, новости местные всякие. Начали все так же с Китая. Надо упороться, что ли, сильнее в заражении, или что? Все шло вроде очень хорошо, но потом некоторые страны то ли излечились, то ли они... изначально
не заразились, а остались... Хотя нет, я смотрел, там Марокко было последнее, и все. Значит, они излечились. Как-то. Ну, пока пытаемся еще раз, посмотрим, что получится в этот раз. Приближать можно даже. Раньше такого не было вроде как. Так, пошла опять следующая страна. Давайте кровь. Попробуем в этот раз, может, немножко по-другому пойти. По другим навыкам вот этим. Пошла жара опять. Как я люблю, когда вот идет как раз таки самая жара вот такая вот, и все по полной просто развивается. Целая куча стран сразу, моментально. Одна за другой появляются. Красный. Продолжаем. Вода. Посмотрю потому, сколько прибавляет один из этих... Каждый из этих навыков, сколько прибавляет полоски. О, вот видите, сколько сразу прибавляет. Берем опять это. Сонница. Кашель. Тоже заразности добавляет. Какие страшные звуки. Вот как мы видим, тут такое периодически бывает. Либо вообще простой и тишина, и никакие страны не заражаются, либо наоборот. Сразу целой толпой, целой кучей стран моментально прибавляются. Так, выживает в условиях низких температур, высоких температур, антибиотика. Вот это тоже, давайте в этот раз начнем с вот этой, с устойчивости. В прошлый раз мы ее вообще не качали, может это и повлияло. Во-во-во-во-во-во-во. Пошла опять жара. Устойчивость к бактериям. Еще устойчивость к бактериям. Так, передачу еще. Насекомые 2. О, Гренландии и Новой Зеландии заразились, которые в прошлый раз стали последними выжившими, так скажем. Так, давайте потихоньку уже симптомы, наверное. Тошнота. Чихание. Давление иммунитета. Первые смерти пошли. Убивает очень быстро. И еще страна, опять Марокко. Опять Западная Африка. Остается у нас незараженные. Птицы, грызуны. О! Еще одна вроде как там. Марокко. Опять это Марокко. Так, опять началось исследование. Сейчас будем качать. Все, Марокко тоже заражена. Качаем устойчивости опять.
Что с бактерием 3? Вот это. Что-то Канада немножко. Все еще зеленые. Симптомы опять. Прям смертность. Лихорадка. %. Рвота мутировала. Так, в этот раз вроде получше ситуация идет. Зараженные почти все. 98%. Теперь давайте на смертность. То смерти у нас еще мало пока. Летальности, да, маловато. Вот. Эпилепсия. Для смерти пошли понемножку. Ну и лекарства уже половина почти, это тоже плохо. Ты мутировала. Нарывы. Не осталось больше здоровых людей. Перейдем по смертности только. Посмотрите, как летит просто. Лекарство 60%. В этот раз, мне кажется, мы проиграем, но уже не по той причине. По причине того, что лекарство изучится слишком быстро. Слишком быстро. Уже 74. Да, в этот раз мы из-за лекарства, наверное, проиграем. На смертность ничего пока нет. Вот это бы 36 очков нет, мы не накопим никак. Не успеем. Позже будет еще третий заход у нас. И смертность идет, конечно, понемножку, но лекарство изучается куда быстрее. 90. Да, мы проиграли опять. Все, пошла жара, все вылечиваются. Ага. Да. Еще поражение. Каюк 007. В этот раз поражение уже по другой причине. В прошлый раз было потому, что зараженные все умерли и не успели дозаразить последних, которые были не зараженные. В этот раз из-за лекарства изучено. Ну, третий раз, думаю, будет удачно. Давайте начнем в этот раз сразу с кашля, сразу с пневмонии. Хоть я и там и качал вот эти вот все устойчивости, все равно прям лекарство моментально изучилось. Вот видели, как там проценты летели просто каждую секунду. Ну, в этот раз у нас с летательностью было плохо. В прошлый раз летательность и все остальное довольно-таки быстро мы прокачали. Вот, я хочу вот это первым делом взять. Вот тут сразу летательности очень много прибавляется. Насекомые. Тут главное иметь баланс.
между всеми этими показателями заразности, летательности, тяжести. Воздух. Пошли следующие страны. О, поплыл кораблик. И новости выскакивают каждые пару секунд. О, отказ органов сам по себе уже мутировал, прекрасно. День иммунитета берем. Лихорадку берем. Уже не кожи берем. Ух ты, смертность уже прям летит выше, чем заразность. Это плохо. Так, берем птицы, грызуны. Смертность прям перебивает заразность. Мы опять рискуем убивать всех зараженных раньше, чем вот это вот все. Так что надо срочно в заразность. Чихание. Даже без чихания, непонятное дело. Опять лекарство началось. Еще куча стран не зараженных. Очень плохо, очень плохо. Прекрасно. Кома. Паралич. Вот это. Нарывы. Прекрасно. Чудесно. Превосходно. Божественно. Красота. 123 очка, мама мия. Вау. Некроз. Берем. Берем. Так, заразность. Воздух, вода. Почти все полоски полные. Хорошо, идем. Главное, чтобы продолжалась заразность и смертность не перебивала. Хотя смертность уже почти перебила. Стоп. Вот это. Вот это. Давай. Тут целая куча незараженных стран до сих пор. Как так-то? Я уже по зараженности уже все полно прокачано. Работа. Очки перестали двигаться. Еще куча стран незараженных осталось.
О, они еще и вылечиваются. Прекрасно. Походу мы опять проиграли. Супер. Да. Щадящий режим. Ну спасибо. Не надо мне щадящих режимов. Ну не знаю, давайте, наверное, на этом пока закончим. Можно будет попробовать, конечно, еще раз потом в будущем. Не знаю, опять за бактерию или может как раз как я планировал за вот эти вот режимы. Или режим вот этого вот. Спасание человечества, как вариант. Не получилось у нас все-таки, к сожалению, захватить мир. Все-таки я ожидал, что получится, если честно, но получилось не так, как планировалось. Все-таки это сказывается то, что я уже не поиграл в эту игрушку 100 лет. Или это, может, не это сказалось, может, я что-то не так делал, может, что-то там с этим навыком я намудрил, и надо было какую-нибудь другую стратегию делать. Тут уж, я не знаю, есть ли тут какие-то стратегии, правильные, неправильные. Не знаю. Пока что, короче, все. Увидимся в следующем видео, которое будет, скорее всего, не знаю, опять за бактерию или может другой какой-то режим. Но еще по-любому попробуем, еще парочка видосов будет. И вроде как скоро даже они будут, так что прощаюсь ненадолго. Спасибо, кто смотрел, кто ставил лайки. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch. Следите за сообществом, не забывайте про колокольчик. Присоединяйтесь к нам на Boosty. На Boosty, если что, видео выходят на несколько дней раньше. Как-то так. Спасибо еще раз, всем удачи, всем пока.